Я прошел Undertale спустя 10 лет. Глядя на название ролика, вы уже, наверное, подумали, что будет рассказ вроде «Как ощущается игра Name в текущем году? Ты не понял, игра Name? Я прошел игра Name, чтобы тебе не пришлось?» Но нет. Undertale вышел уже как 10 лет назад и до сих пор остается актуальным. Хотя, казалось бы, за десяток лет уже должны были выжить весь контент, который можно, и забыть, но нет. И как по мне, такая долгая актуальность игры говорит о том, что она хорошая. Так почему же ролик назван именно так? Дело в том, что я являюсь одним из немногих людей, который в свое время упустил данный инфоповод, а прошел игру недавно, где-то в июле месяце. И это был мой первый раз. Почему так получилось и какие впечатления на меня произвел Undertale, человека, который не был посвящен в эту вселенную, а когда все же мои шаловливые ручки добрались до нее, я, мягко говоря, офигел. Так что можете считать этот ролик исповедью новопосвященного. Тут еще и 10-я годовщина игры, ну как не влиться в это событие? На связи Dezelf, давайте начинать. Undertale вышел в 2015 году. На тот момент мне было 13 лет. Невозможность познакомиться с данной вселенной обуславливалась банальным отсутствием интернета или устройства для выхода в него. Мобильный интернет у меня появился только в 2020 году, а ноутбук так и вовсе 2 года спустя. Скачав на него данную игру, я прошел ее спустя 3 года, потому что просто забил. Зато прошел обморий. Представьте меня на тот момент. Я, человек совершенно незнакомый с подземной историей, решил все-таки запустить эту игру. При этом все, что я знал, это смешной скелет Санс в Smash Bros. Ну а еще слышал, что в фандоме Undertale много обидчивых шизов и детей. Но вопреки всему, я все же решил окунуться в данную вселенную с головой. На тот момент я посоветовался с некоторыми товарищами, которые знакомы с игрой, и заявил, что хочу пройти на каноничную концовку, и как бы, вроде, что мне делать-то? Ну а еще один чувак посоветовал мне назвать персонажа Фриск, якобы это истинное имя персонажа, которым я играю. Ну я и последовал этим советам, и Undertale показался для меня жутко сложным. И лишь потом я узнал, что это был троллинг, на который я повелся. Я начал играть заново, и в целом мне начало нравиться. Впечатления разве что портили головоломки, которые показались мне душными, особенно в моменте, когда ты проваливаешься. И вот, по мере прохождения, игра начала нравиться мне все больше. Первая встреча с Сансом была для меня странной в хорошем смысле, типа смешной скелет Санс. Но гораздо веселее мне было наблюдать за Папирусом и его тщетными попытками запутать нас головоломками. Ну серьезно, он так старается, ну как можно быть таким обаятельно наивным? Мне он нравится. И, конечно, как я могу не выделить его музыкальную тему? Музыка — это вообще неотъемлемая часть данной игры. Каждая локация, каждое столкновение, каждый босс — все это пропитано потрясающим саундтреком, который можно слушать вечно, даже в отрыве от игры. Следующее, что меня впечатлило, так это битва с Undyne, потому что с ней мне долго пришлось возиться, даже несмотря на то, что я запоминал все атаки. И лишь потом я узнал, как с ней справиться. Ну а когда после этого я попал в Жаркоземье и столкнулся с Метатоном, боже, сколько харизмы в этом чуваке. А увидев его финальный вид, я, мягко говоря, удивился. Почему-то я ловлю вайбы из 5-й части Джоджо, глядя на него. Ну и Асгор так и вообще меня приятно впечатлил. Казалось бы, тот, кого первоначально выставляют как главного антагониста, оказывается вовсе не злым, а очень даже миролюбивым и приятным дядькой. Пока не начинается босс-баттл. Скажу честно, это одна из самых запоминающихся битв для меня, потому что для меня она на тот момент казалась самой захватывающей. Ну а еще это единственный босс-баттл, который я смог пройти с первого раза. У меня было дохуя хила. Ну а дальнейший поворот и появление Флауи — это так и вообще охуенес. Блять, что это за чудище? Ебать! И вот опять тяжелый выбор. Вот что мне делать с этой сукой, которая унижала меня и ломала всю игру? Ну даже не знаю, может пиздануть? Именно так бы я и сделал, но я не такой, я же няшка. Конечно же, я все прощу этому мелкому паскуднику, ты мой маленький пизденыш. Санс. Ах да, игра на этом не заканчивается, и начинается так называемый истинный пацифист. И господи, какая же жуть в этих локациях, я манал. Вот что это за хуйня там качается, почему так стрёмно к ней, блять, я не хочу открывать, ну почему, ну зачем, ну нахуя, бля, ну ладно. Вы хоть понимаете, как плавно от истории о потерянном человеке мы вдруг резко перешли в хоррор? Что не менее жутко, так это то, как игра взаимодействует с тобой, отчитывает тебя за каждое действие, неважно плохое или хорошее. Автор будто бы намеренно хочет заставить игрока чувствовать ответственность за каждый шаг, и это здорово получается.
Да, ломанием четвертой стены можно удивить не всех, но в этой игре это сделано довольно грамотно, что даже самый бесстыжий няшка вроде меня начал задумываться. Однако, как можно заметить, все сделанное добро, что мы сделали, возвращается, что на самом деле довольно трогательно. И вот именно в такой момент опять происходит какой-то немыслимый движ. Но вы посмотрите, какой лапочкой, что он здесь, блядь. Вы просто посмотрите на этого надменного и харизматичного красавца, его выражение лица, жесты, мимика, диалоги, атаки. Все это выглядит круто, черт возьми! А тот факт, что мы боремся с Азриэлем, используя наши мечты и надежды, лишь усиливает эпичность битвы, перед тем, как снова погрузить в полнейшее отчаяние, что лишь увеличивает градус напряжения. Нагнетают сильнее, чтобы снова дать надежду. И вот мы спасаем наших друзей, а дальше следует очень трогательная сцена спасения Азриэля. И на самом деле на этом моменте мне вот прям грустно стало. Я так сильно сопереживал этому персонажу, что уже начал жалеть, что сражаюсь с ним, видя, как он страдает и плачет. Еще грустнее от последующего диалога, после которого мы узнаем, что этот милый маленький козлик превратился в бездушного цветка-убийцу. Осознание происходящего, то, как этот малыш страдал и стал заложником ситуации, вызывает тоску и сострадание. И тот факт, что Азриэль не сможет больше вернуться и снова станет бездушным цветком, только усугубляет и без того грустную сцену. Ну как не обнять его после пережитого? И пройдя весь финал, я осознал, что эта удивительная история о дружбе действительно заслужила похвалы. Сначала эмоции от прохождения были не такими сильными, но это была игра в долгую. На следующий день, когда я проснулся и осознал, какой сюжет я вчера пережил, мне что-то снова стало грустно. Почему-то какая-то приторная история о дружбе смогла меня так впечатлить. Я запустил игру снова, думая, что теперь пора бы перепройти ее на геноцид, но Флауи вновь сломал четвертую стену, попросив меня о том, чтобы я просто позволил всем персонажам быть счастливыми. Сука, до слез. Я не смог, ребята. Да, я сначала думал, всего лишь игра, сначала сыграю и буду няшкой-стесняшкой, а потом оформлю резню, но здесь мои полномочия все. Я слишком сопереживаю вымышленным персонажам. Зачем после всего, что я сделал, зачем проходить другой путь, где мне придется их всех убивать? Мне их жалко. И на этом мое прохождение Undertale закончилось. Но не закончилось знакомство. Я стал изучать эту вселенную, так как она мне понравилась, и я вполне мог что-то пропустить. Знаете, все эти секреты, пасхалки в инди-играх, это всегда интересно. Например, Гастер, загадочный персонаж, вероятность столкнуться с которым настолько маленькая, что я бы само его существование приравнял к выдумке и невероятным теориям. Возможно, я плохо искал или не сильно разбираюсь, но я просто не понимаю. Вот просто почему-то решили все, что Мистери Мэн из комнаты — это и есть Гастер, а вот вдруг это не он, а откуда вот такой надрочь на его, учитывая, что у этого персонажа буквально нет ни образа, ни личности, ни характера, ничего, что могло бы заинтересовать, помимо Гастер, он такой загадочный, нихуя себе, это что, Гастер? Охуеть! Еще больше вопросов у меня оставила Чара, так-то ее имя правильно читается как Кэрон, но для удобства буду называть Чарой. Почему-то она считается злым персонажем, куда ни плюнь, я получал разные объяснения происходящего от того, что Чара становится злой из-за действий игрока, вплоть до того, что она просто по дефолту злая и жадная сука. А причина, почему так случилось, из-за чего, никто не объясняет. Также я узнал о существовании различных фанатских вселенных. Тут это в какой-то степени даже плюс, потому что тем людям, которым не хватило обычного Undertale, как по мне, например, можно полакомиться и другим контентом. Не знаю, как вы, а я вот долго отхожу после прохождения, очень сильно зацепило, поэтому различного рода контент заполняет потребность в Undertale. Мне очень зашла вселенная Dream Reborn, где главным героем по сюжету становится Азриэль. Фриск решил спасти его и отдал ему свою душу, чтобы тот мог спокойно жить дальше. Однако почему-то окружающие начинают думать, что Азриэль забрал ее силы и настроена враждебно. К сожалению, вроде как данная альтернативная вселенная заброшена. Комикс вроде не закончен, и вообще последние главы выходили 8 лет назад. Хоть сам бери свою вселенную и рисуй. Правда, и тут есть обратная сторона. Undertale буквально перегружен аушками, и чтобы найти что-то действительно годное, нужно постараться. Но чаще всего я обнаруживаю такую тенденцию, что самые популярные персонажи таких вселенных — это, как правило, Санс, Гастер и Чара. И резонный вопрос, почему? Санс, конечно, прикольный, но не знаю, он как-то меня не то чтобы сильно впечатлил. Я не против присутствия смешного скелета, но он ощущается будто бы недостаточно прописанным и переоцененным. Как будто ему не хватает какого-то кусочка пазла. Фанаты, конечно, этот недостающий кусок заполняют его эфемерной загадочностью, ведь Санс на самом деле сдерживает боль через свою улыбку, на самом деле он ранимая душа. Если первый — это просто популярный персонаж, то что с остальными?
Чара никак не контактирует с нами, кроме как пути геноцида, где она появляется от силы на пару минут. А Гастер так и вообще непонятный персонаж с маленьким кусочком лора. О нем буквально неизвестно ничего, кроме того, что вот он там был, что-то там создал это ядро, он там ученый бывший, и все. У меня складывается впечатление, что фанаты выбирают именно эту троицу, потому что эти персонажи толком не прописаны, и из них можно слепить все, что угодно. Только по итогу выходит так, что эти альтернативные вселенные повторяют примерно один и тот же архетип для этих персонажей. Санс — это либо Плакса, либо пофигист, либо всесильный монстр. Чара — это маньяк-психопат с ножом, а Гастер — это какая-то всемогущая злая сущность. Но есть и хорошие примеры, когда берется какой-то персонаж, может поменяться не только ролью, но и характером, и представляет из себя какую-никакую самостоятельную личность. Хотя бывает и так, что авторы плохо прописывают такие моменты, и получается, что от перестановки слагаемых, сука, иди нахуй! Что самое удивительное, по фанатским вселенным также много контента в лице игр, комиксов или рассказов. Да, по ним даже есть песни и даже оригинальные саундтреки, причем последний — это не всегда ремикс на треки Тоби Фокса. Иногда это совершенно новая музыка, созданная с нуля. И еще одно важное упоминание. Хоть это не альтернативная вселенная, а что-то вроде фанатского ремейка, хотел бы отметить такую штуку, как Undertale Plus. Это фанатский мод, который позволяет пережить опыт Undertale по-новому, с различными настройками кастомизации, которые делают игру интереснее. С нетерпением жду, когда он выйдет. Пожалел ли я о том, что прошел Undertale и вкатился в эту вселенную? Ни в коем случае. Да, я, конечно, наслышан, что в фандоме прям очень много шизов, но я не то, чтобы взаимодействую с ним активно. Мне все равно. Не думаю, что я как-то буду активно участвовать в жизни сообщества или вступать в какие-нибудь группы или дискорд-сервера, где со всеми буду обсуждать это. Хотя после прохождения я спросил почти у каждого из своего окружения, играли ли они в Undertale. Фандом Undertale — это не только странные люди, но и творческие личности, которые подарили нам немало крутых артов, музыки, анимации, мерча и другого интересного контента. Конечно, есть и те шизы, которые срутся между собой за правдоподобность теорий. Почему ты назвал Чару девочкой, почему ты назвал Фриско он, если это они, потому что это персонаж без пола, почему ты назвал его не Флауи, а Цветик, почему Папирус, а не Папайрус, и из какой вселенной Санс сильнее. И я, честно говоря, не особо понимаю тенденцию, в какой момент история о путешествии в подземелье и дружбе превратилась в подобие файтинга. Можно это расценить как попытки сделать что-то более серьезное, но для этого, наверное, нужно что-то еще, кроме очередного всесильного Санса. И, конечно, я слышал такую позицию, мол, раз какие-то тайны Undertale остались неразгаданными и люди до сих пор спорят между собой, то это хорошо, ведь именно благодаря этому игра и смогла прожить столь долго. Ну, вы поняли, споры порождают актив фандома. И я, честно говоря, не особо с этим согласен. Зачем нужно держать активность на срачах вокруг элементов игры, которые и без особого раскрытия ничего не меняют, в сюжете тем более? Да, всегда интересно подискутировать, когда ничего-то не понимаешь. Какой смысл доказывать невероятные теории, которых ты сам не понимаешь? И много-много других примеров. В общем, Undertale подарил мне много незабываемых впечатлений. Это наивная в каких-то местах приторная история о загадочном путешествии в подземелье, о мире, о дружбе, мечтах, надеждах. Пожалуй, это то, чего нам так не хватает в эти дни. Хорошие и добрые истории, которая вдохновила многих людей заниматься рисованием, музыкой, анимацией и другим творчеством. Ну а я продолжу исследовать этот интересный мир, ведь мое путешествие не закончилось, оно только началось. Ну и да, пойду-ка я тоже запилю какую-нибудь аушку и начну проходить Дельтарун.